История, которую я сейчас расскажу, произошла с местным лесником по имени Геннадий Петрович. Он проживал глубоко в лесу, в небольшом домике, окруженном высокими деревьями и густыми зарослями. Каждый день у Геннадия была своя рутина, он проверял состояние леса, следил за животными и держал все под контролем. Никогда раньше он не сталкивался с чем-то необычным, но однажды вечером все изменилось. После долгого и утомительного дня Геннадий сидел у окна своего домика и наслаждался спокойствием леса. Вдруг его уши заполнил громкий вой, который разнесся по всей округе. Он вздрогнул и поднялся с места, опустив глаза на волчью стаю, которая собралась возле его дома. Он был очень удивлен этим зрелищем и не понимал, что происходит. Но Геннадий человек, который не боялся непредсказуемости, и поэтому решил выйти и выяснить причину такого поведения волков. Когда Геннадий открыл дверь и вышел наружу, волки перестали выть и расступились, давая ему проход. Его сердце билось сильнее, но он не проявлял страха. В тишине леса он услышал слабое писклявое звучание. Он огляделся и заметил волчонка, который был погружен головой в старую банку. Волчонок явно застрял и не мог освободиться самостоятельно. Геннадий подошел к нему осторожно, стараясь не испугать его, и начал помогать освободиться ему от западни. Волчонок волновался, издавал писклявые звуки, но Геннадий успокаивал его нежными словами и лаской. С каждым мгновением он приближался к освобождению, и, наконец, волчонок высвободился из пут, в котором запутался. Он радостно посмотрел на Геннадия и с благодарностью лизнул его руку. Тогда, будто ни в чем не бывало, стая волков удалилась в лес. Геннадий остался стоять на месте, смотря вслед исчезающим волкам. Он ощущал смешанные чувства радости и благодарности. Он осознал, что свидетельствовал необычному мгновению, когда человек и животное находят общий язык и помогают друг другу. Волки не были для него угрозой, они всего лишь хотели помочь своему маленькому товарищу, и только Геннадий смог это понять. После этого инцидента Геннадий стал еще более бережно относиться к лесу и его обитателям. Он понял, что каждое существо имеет свою роль в этом мире, и все мы можем помогать друг другу, даже если мы разные. Он стал наблюдать за волками, изучать их поведение и собирать информацию о них. Он рассказывал местным жителям о случившемся и призывал сохранять природу и всех ее обитателей. Геннадий Петрович стал настоящим героем в глазах окружающих. Он не только заботился о лесе, но и стал символом сострадания и взаимопонимания между человеком и животным. Его история стала предметом гордости для всего поселка, и местные жители уважительно относились к нему. Таким образом, история о леснике Геннадии Петровиче и его встрече с волками стала свидетельством того, что даже в самых непредсказуемых ситуациях можно найти общий язык и помочь друг другу. Животные и люди могут сосуществовать в гармонии и понимании, если мы будем уважать и беречь друг друга. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.